Настоящая супер еда во всех смыслах – кимчи из пекинской капусты. Во-первых, это очень вкусно, с этого всегда стоит начинать, а во-вторых, это невероятно полезно. Приготовить такую проще простого, этим сегодня и займемся. Чтобы сохранить себе этот полезнейший рецепт на будущее, ставьте лайк. Список ингредиентов в конце видео и в описании. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь вкусная, и если вы уже слышали о кимчи, то знаете, что это не только очень вкусно, а и невероятно полезно. Если же вы просто ищете, что такого вкусного приготовить из пекинской капусты, то кимчи – это идеальный вариант. Натуральный ферментированный продукт, природный пробиотик, он кладет на лопатки все аптечные капсулы. По сути, это квашеная капуста по-корейски с бомбически ароматным маринадом, в который входит чеснок, имбирь, острый перец. Это очень пикантно. Я не спец в азиатской кухне, поэтому рецепт не аутентичный, а адаптированный. Так сказать, к условиям покупки ингредиентов в небольшом городе, как мой. Я буду готовить кимчи из 2 кг пекинской капусты, поэтому все пропорции даны на этот вес. Потребуется 100 г простой каменной соли и чистая вода. Также возьмите 1 крупную морковь и пучок зеленого лука, 100 г рыбного соуса, 1 репчатую луковицу, 12-15 зубчиков чеснока и 2-3 корешка имбиря. Их я уже очистила. Брожение нам обеспечит 2 столовые ложки сахара и рис, 25 граммов в сыром виде. Также нужно 2 столовые ложки хлопьев перца чили и 2 столовые ложки пасты кочудан. У меня ее не было, так что я заменила ее смесью пасты мисо с острым красным перцем. А если нет мисо, просто возьмите двойную порцию хлопьев перца чили. Рецептом, а также вдохновением приготовить эту чудо-капусту со мной поделилась моя приятельница, и я размещу в описании к этому видео ссылку на ее блог. Там же вы найдете ссылки на 3 рецепта вкусных салатов из пекинской капусты, более традиционных, более нам привычных, поэтому заходите, обязательно смотрите и готовьте. Осмотрите кочаны, и если внешние листья в не очень хорошем состоянии, подбитые, потемневшие, то удалите их. Изначально лучше взять кочаны чуть большего веса, чем нужно, на удаление лишнего и кочерыжек. Хорошенько вымойте пекинскую капусту и выложите на несколько слоев бумажных полотенец, чтобы убрать воду. Также промокните бумажными полотенцами кочаны с разных сторон. Мариновать кимчи можно как в виде четвертинок кочанов, так и нарезая на более мелкие кусочки. Второй вариант мне нравится больше. Так ее удобнее подавать и есть. Так что сперва я разрезаю капусту на 4 части вдоль, а затем на диагональные кусочки около 3 см шириной. При этом самую грубую, нижнюю часть срезайте. Ее мы использовать не будем. Вот такие по размеру кусочки у меня получаются. Нарежьте таким же образом всю капусту и отправляйте ее в какую-то удобную глубокую емкость. Посолите капусту. У меня получилось 2 миски капусты, так что я равномерно распределяю соль между ними. Теперь необходимо влить в капусту чистую воду, ровно столько, чтобы покрыть все кусочки. Соль растворится, и в этом рассоле капуста будет солиться. Я использую воду комнатной температуры. Так как капуста всплывает вверх, проверяйте уровень воды, прижимая ее рукой. Теперь уложите на капусту какую-то тарелку и установите сверху небольшую баночку с водой, чтобы получился груз. Он будет погружать капусту в соленую воду, и она просолится равномерно. Оставьте пекинскую капусту солиться минимум на 2 часа, а лучше на ночь и до суток. За это время она потеряет в объеме и станет вяленькой. Теперь деликатно отожмите капусту руками и переложите ее на сито или дуршлаг, чтобы сделавший свое дело рассол стекал. После засолки пахнет капуста более интенсивно, чем свежая. И если такой запах вам неприятен, не бояться. Готовая капуста кимчи будет иметь совершенно другой аромат. Пока капуста стекает, подготовьте остальные ингредиенты. Рис отварите до готовности привычным способом. Натрите на крупной терке, на терке для моркови по-корейски, или нарежьте соломкой морковь. Я делаю это при помощи комбайна. Так быстрее и ломтики получаются аккуратными, вот такими. Зеленый лук нарежьте диагональными кусочками. Режьте его не слишком мелко, размером около сантиметра. Помимо моркови и лука в капусту кимчи можно добавить также дайкон. Смешайте морковь с луком и слегка перемешайте. Пришло время приготовить волшебный маринад. Я буду делать это тоже в комбайне прямо после натирания моркови. Отправляйте в чашу грубо нарезанный лук, чеснок, кусочки имбиря. Всыпьте перец чили и добавьте пасту кочудан, или то, что используете вы. Туда же отправляйте вареный рис, всыпьте сахар и влейте рыбный соус. Измельчите маринад до однородного состояния.
Рис в маринаде играет роль питательной среды для размножения полезных бактерий. Крахмал превращается в сахара, которые и поглощают бактерии. Вместо риса также часто используют заваренную рисовую муку. Теперь нужно смешать пекинскую капусту с морковью, луком и подготовленным маринадом. Я выкладываю все ингредиенты в миску слоями, чтобы затем смешивание было более удобным. Пришло время распределить маринад. Делать это нужно тщательно, вручную, чтобы ни один кусочек капусты не остался голым. Обязательно наденьте на руки перчатки, маринад получается очень острым. Но не стоит очень бояться этого во вкусе уже готовой капусты. Острота смягчится и превратится в приятно согревающую горло пикантность. Отправляйте капусту в 3-литровую банку или какую-то другую удобную емкость. В банку засовывать ее, конечно, дело грязноватое и неудобное, зато в банке отлично видно, как идет процесс брожения. Хорошенько утрамбуйте капусту в банке, чтобы весь воздух вышел наружу и капуста легла плотным слоем. Прикройте емкость крышкой, но не закрывайте плотно. Оставьте емкость с кимчи при комнатной температуре минимум на сутки, а лучше дня на 3-4. После этого переместите капусту в холодильник еще на 4-7 дней, после чего она готова. Кимчи из пекинской капусты готово, ешьте ее как закуску, как дополнение к любым блюдам, с которыми вам это будет вкусно. Щекочите свои вкусовые рецепторы, помогайте своим желудкам работать лучше и главное, удовольствуйтесь. Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь вкусная. Ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось, а также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых видео.